Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи с Семеном Ураловым, и он на связи прямо сейчас. Семен, приветствую вас. Приветствую, Александр, всем зрителям в прямом эфире усиленный привет. Да, как говорится, наше вам с кисточкой. Друзья, всем большущее спасибо за то, что мы вместе сегодня, и это, я считаю, просто замечательно. Значит, я всех приглашаю к нашему прямому эфиру. Сделать и присоединиться это проще простого. Самое главное, это принять активное участие. Вопросы можно оставлять традиционно в сообществе YouTube, в клубе зрителей, в общем, везде можно оставлять, где хотите, и я считаю, что это здорово. Значит, сообщество, ваши вопросы уже принимаются, клуб зрителей Шелест также, ну и чат трансляции, естественно. В чате трансляции у нас сегодня вот такой опрос. Что означает уничтожение энергетики и инфраструктуры Украины? Варианты ответов. Россия брать всю территорию Украины или там всю Украину не собирается, поэтому уничтожают, соответственно, не думает туда заходить. Следующий вариант. Запад подсчитает убытки и остановится. Скоро обвал фронта. Вынос тыла, значит, худо будет фронту. Или еще такой вариант. Пойдут как можно дальше, а там все отстроится. В общем, это дела такие, знаете, в общем, очень и очень как бы долгие, что называется. Поэтому, в принципе, нормально все относятся. Действительно, в Украине ужас. На теремках замерзла канализация, это Киев. Троещина, гуманитарная катастрофа. Все говорят, что ничего не поделать, все только будет ухудшаться. И ожидают к концу недели мороз минус 20. Поэтому, собственно, такой опрос. И кажется, знаете, вот как к войне все привыкли. 4 года уже, да? Привыкли. Война. Идет война. Так, кажется, начинают привыкать и к отсутствию света, отопления и вот этих благ коммуникационных. Как бы вы ответили на очень важный этот вопрос голосования? А что это означает? Пойдут, не пойдут? Европу обезжиривают? Или там доноров Украины? Или в другом в чем-то смысл? Как видите вы? Из моей позиции, которую мы давно разбираем, конечно же, последний вариант более адекватен. То есть все, что станет в орбите влияния либо внутри исторической России, все так или иначе будет восстановлено. Просто каждому городу на пост-Украине, а я так понимаю, что уже даже многие ваши докладчики, собеседники приходят к мысли о том, что государства действительно уже как такового нет. Вот там вопрос, по какой вилке пойдут города. То есть вилки две между Мелитополем и Мариуполем. То есть там, где гарнизон оказывает отчаянное сопротивление, и от этого страдают мирные граждане. Я имею в виду, это модель Мариуполя. Но даже там, как мы видим, все отстраивается, причем такими стахановскими темпами, как на Донбассе и положено. А есть вторая судьба, судьба Мелитополя. Там, где, в общем-то, правильно самоопределились, назовем так, лучшие люди города. Вот. И, в общем-то, все прошло чик-чирик. Вот. И, соответственно, город и не пострадал, и жители не пострадали. И, соответственно, знаете, кому как. То есть, вот 4-й год СВО. Вот у жителей, например, того же Мелитополя, вот там, где я часто бываю, вот я их называю сверхновыми регионами. То есть, есть новое, а есть сверхновое. И вот сверхновые регионы, они вот только год-два как начали жить нормальной жизнью, когда уже произошла адаптация. И, соответственно, если мы посмотрим, то есть, строятся же новые трассы, то есть, вот в частности, дорога вдоль Азовского моря, которая соединила, я не знаю, в курсе, не в курсе, но вот, например, сейчас через Крымский мост уже там, машины, электромобили не пускают. Они едут по другой трассе, вдоль Азовского моря. Почему? Из-за как раз терактов на Крымском мосту. Потому что у электромобиля у него же очень большая вот эта батарея, которая в днище располагается. И сложно
В общем, поэтому пустили. Но для этого же сначала была сделана эта трасса. Поэтому тут часть регионов пост-Украины. Для меня же пост-Украина – это не только те регионы, которые остались под властью Киева. Это также регионы, которые уже перешли в состав Российской Федерации полноценно. А есть еще серая зона. Но вот давайте рассмотрим. Я, например, подписан на интересный там канал, слежу про Кинбурн. Ну, вот. Это же Кинбурнская коса, знаменитые места, где мы как-то уже вспоминали, Суворова чуть не взяли в плен, турецкие янычары спасли его, вот вовремя подоспели. Это же кусочек Николаевской области. Ну вот смотрите, какой парадокс. Но тем не менее, там осуществляется нормальная жизнь. Никто к жителям Николаевской области не относится. Ну, формально же Николаевская область никакого референдума не проводила о вхождении в состав России, ну, в отличие от Херсонской области. Мы сейчас не даем оценки, что там, как Ну, вы было, там полобласти масштабируете не просто, да? голосовала. Там же на Кинбурнской Нет, ну это я косе, просто привожу. как это, как Ну, принято какая говорить, там, разница? ну, там, я не знаю, там местные жители вообще остались, или это военная база Ну, непосредственно? остались. Ну, какая-то часть осталась, там, спецпропускной режим. Я специально привожу пример. Ну, давайте не только Николаевскую. Я просто взял, почему Николаевскую область. Потому что по модели Мелитополя Кинбургская коса, то есть не было ни боевых действий, ничего не особо не пострадало, да? А вот есть еще, например, часть Сумской области. Это какая зона? Ну вот она уже де-факто под контролем России, населенные пункты, и часть Харьковской области. И, судя по всему, я так понимаю, что-то и в Черниговской намечается. А это вообще не ведь что, непонятное. Поэтому вот это обобщенно можно называть пост-Украиной. И вот, собственно, эта пост-Украина разделилась на три части, неравномерных. Но, как мы видим, когда как это сообщающиеся сосуды, то перетоки осуществляются. То есть там, где переходит под контроль России, не даю сейчас оценки быстро, эффективно, неэффективно. Все происходит в условиях боевых действий. Но государственность, как система взаимосвязей, она настраивается. Так, давайте А там, смотрите. где... Мы Ну, давайте давайте. разбираться, потому что тут к государственности есть на самом деле много вопросов. А, И вот давайте вот на этом сфокусируемся. Вы говорите, что вот там, где условно есть Россия, есть государственность. Но эти территории тоже обстреливаются. Исконно российские территории Обстреливаются. обстреливаются. Тоже там эвакуация, тоже проблемы, тоже взаимоотношения между местными и военными. Я всегда обостряю этот момент, говорю, что военный и гражданский — это два разных вообще подхода к жизни, и они не должны соприкасаться никоим образом. Поэтому, если есть эвакуация, такая организованная, это правильно. То есть то, как сросся, с 2014 года до 22 Донбасс, да, с военными, с вот этими всеми, вот это вот, собственно, мало кто об этом говорит и рассуждает на эту тему. Наверное, поэтому вот такая сейчас война на Донбассе, потому что, мирные и военные, они там переплелись, и, в общем, это история, знаете, когда вот эти все магазинчики местные, да, с тетушками в сельских магазинах, они не живут, потому что там есть военные. Потому что они там есть. Причем с одной стороны, с другой стороны, Конечно. вот этой вот серой зоны. И местные живут, потому что они там есть, да. А некоторые там и конфликты случаются, все бывает. Я хочу о глубинном понятии государственности поговорить с вами. Ну вот смотрите, сейчас идет какой-то очень жуткий тренд. Я, если честно, немножко опешил, когда сегодня есть, опять, все очень такие названия какие-то, да, вот названия. Я вам сейчас даже приведу. Вот сразу же статус человека уважения как бы вызывает. Секретарь Совета нацбезопасности, понятно, это Умеров, да, а есть у него помощница по энергетике. Женщина такая, Бабий. Она выходит и в интервью говорит, украинцы должны научиться и научить детей, внуков и правнуков жить в условиях, когда в любой момент может не стать света, тепла и воды. Государство гражданину
все же апеллируют к тому, что ты же гражданин, что ты ухиляешься, например, или ты же гражданин, чего ты вот это вот скиглишь. Помните Азарова, хватит скигли ты, ну, давай, это государство, оно же как бы должно о тебе позаботиться. А нам человек, наделенный вот таким вот именем, помощник секретаря нацбезопасности, говорит, учи детей, внуков и правнуков, что в любой момент у тебя ничего не будет. Понимаете, эта едкая метаморфоза заставляет задуматься, а зачем тогда нужно вот это государство, вот этим гражданам? Я надеюсь, что рано или поздно эта идея овладеет массами, потому что государство было подменено. Я напоминаю, что в 92-93 году произошла подмена государства. То есть у нас же государство осколочного типа. У нас была некогда общая государственность. И ты не очень мог понять, ты находишься в области РСФСР или УССР. Ну, понятно, были какие-то отличия. Особенно если там передвигаешься в среднеазиатские республики, кавказские. Но тем не менее. И дальше каждый начал строить свою государственность, ну, не с нуля, а с некого базового фундамента. Ну, скажите, Александр, ну, кто заставлял на деньги, на гривны украинские Мазепу малевать? Это же когда? Когда реформа прошла гривны? Я помню. 96-й год. Я школу заканчивал. Вот. У місті Ивано-Франкивску. Это еще была российская школа. Сейчас она уже не существует. Да? Ну, то есть, вот как русская школа. То есть, Мазепу не забыли нарисовать? На скольки? На 10, на 5 гривнах? Я не помню Ну, уже. 10 гривен, ну, Вот. смотрите, Это... Мазепа же меценат, храмы строил, такой весь Ну, смотрите. позитивный персонаж. Ну, Ну, так его трактуют, в том ну, числе. конечно, так его трактуют. Но при этом по соседству есть страна. Страна огромная, которая еще в 91 году кто-то по фамилии Кравчук обращался со знаменитой листовкой. Помните ее? К моим русским соотечественникам. Да? Она такая легендарная, она еще по ЖЖ гуляла. Вот. И вот, получается, в 95-м мы уже... И что? Никто не знал о том, что Мазепа в истории России, истории русского народа равно предатель. Ну, не знал это. Не знали о том, что Петр I орден Иуды выпустил в единственном числе и вручил его Мазепе. И причем еще было известно, ну, прямо было распоряжение Петра, что, значит, предательство Мазепы на весь малороссийский народ не распространять и не корить им. Это, ну, потому что началось же, представляете, это же еще, ну, можно прекрасно в том числе и собственность делить под видом, там, ты мазепинец, сейчас мы у тебя какое-нибудь там дворянское гнездо отожмем. Понятно, что это сразу включается, но по факту. При этом Мазепа отрефлексирован, например, Пушкиным у нас, да, то есть, ну, то, что это неоднозначная фигура. Но по факту знали об этом? Знали. Зачем на деньги это помещать? Вот. То же самое с, ну, даже начиная с госсимволикой. Ну, то есть, понимаете, произошла подмена. Мы много раз это уже устанавливали, но важно просто еще раз это для себя зафиксировать. И подмена эта произошла на уровне ценностном. Но в 93 году этому всему присягла сначала украинская элита. Это же вот, когда я напоминаю, что приняли вот эти вот клейноды УНР, которые, ну, госсимволы, да, и после этого новая Украина, а дальше началось потихонечку смещение нормы. Это то, что мы постоянно с вами, ну, разбираем и, ну, примеры приводим. И вот после того, как выросло первое поколение со смещенной нормой, ну вот смотрите, деньги, ну, то есть Мазепа появился на деньгах в 96 году, ну, а деньги ж печатали в Канаде где-то, значит, задумано это было году в 94-95, еще на годик. Вы серьезно думаете, что это поколение понимает историческую роль и все вехи пути? Он же сначала был один, потом другой, ну, с Петром, да? То есть мы же помним. Вы серьезно думаете, что вот это поколение понимает вообще Мазепу как историческую фигуру? Вот то поколение, которое ну, погодите, сегодня в окопах. если предатель, смотрите, если предатель преподносится как национальный герой, то какая-то часть, особенно политизированного
молодого поколения будет брать его за пример. Ну, извините меня, если у вас дети-герои, вот, и молодая гвардия в качестве примера, то у вас вырастут Олеги Кошевые, да? А если у вас в качестве примера ну, вот Мазепа, ну, у вас вырастут, Подождите, так но сказать, Мазепа, ну я не могу сказать, что предатели. Мазепа прям был примером для украинского вот того подрастающего поколения там, 90-х, там, нулевых, когда вошел, был напечатан Ну, мы, на погодите, мы время. сейчас про государство говорим. Да, мы Нет, все-таки отклонились какой-то немножко части от общества темы. им было плевать. Да, какой-то Да части общества большинству было было плевать. Мы плевать. говорим про... Ну, погодите, ну меньшинство же теперь управляет большинством. Ну, посмотрите, выросли вот эти вот новые циничные Мазепы, которые в глаза врут на украинском, Да. по факту все воруют деньги и вывозят их, так же, как Мазепа их скирдовал, чешут всем про какую-то евроинтеграцию, вот, хотя по факту отправляют всех просто на бойню. С Мазепой была ситуация точно такая же, просто она разворачивалась ну, в декорациях все-таки ну, не 21 века и отсутствие такой медиакартины и прочего. Не Ну, было просто интернета и обратите внимание, 95-го квартала, да. ну, ну, конечно, то есть и сигнал был совершенно другой, и включено в ситуацию было намного меньше политизированного того самого меньшинства. Но по факту, поймите, ситуация же, она как устроена? В острых кризисных моментах большинство управляется за счет ну, сигналов, которые распространяет меньшинство, политизированное, интеллигенция. Ну, можно назвать как угодно. В Советском Союзе это был пролетариат, он считался прогрессивный. Да? Ну, в общем, вот эта вот прослойка. Кто-то их называет еще средним классом, но это больше в мирное время важно мнение вот этой прослойки. А в ситуациях кризисах, то есть войны, сразу возникает вот эта вот милитаризированная прослойка, которая диктует всему остальному обществу настроения. И вот теперь мы имеем ситуацию, мы же выяснили, что правящие элиты устроили биореактор. Им, так сказать, это выгодно как бизнес, и с помощью этого они сохраняют свою власть, а политизированное меньшинство, которое аплодирует тому, чтобы увозили людей в биореактор, а вот оно воспитано на идеалах Мазепы, Бандеры и прочей остальной сволочи. Вот. Ну, кстати, как и у нас. Все наши иноагенты, как один, фанаты там Солженицына и прочей как бы антисоветской сволочи. Вот и все. Когда у тебя идея предательства, ну, во-первых, предательства, то есть большого исторического предательства, потому что мы из одной мировой культуры. А второе, когда идея разделения своего народа на унтерменьше и уберменьше. На чем основана ну, вся вот эта вот псевдофилософия украинского национализма? Что есть, значит, гречкосии, то есть вот, ну, не люди, ну, недолюди, а есть вот казаки, справжние европейцы. И вот они, вот этих вот гречкосиев, они их отправляют сейчас в биореактор. Вот кто такие вот эти вот ТЦКшники, да? Мы же тоже это выяснили. Это СБ ОУН. Оно точно так же действовало в годы Великой Отечественной войны. Смотрите, ладно. Вот. Она Ну, а отправляла как это, обычных селян а на как это войну. проявляется, Семен, ну, в условиях холода и голода? Вопрос же в понимании государства. Когда государственные люди нам говорят, копайте яму, будете ходить туда. Да? Это же как? Это глава районной администрации города Киева. Ему говорят, вот Зеленский, значит, говорит, вот там Кличко было 1000 домов, условно, да, без тепла стало там 900 или 700. Выходит этот же, который ямы рыть, Бахматов, да, говорит, ребята, не уменьшается количество домов без тепла. То есть мы как-то путаем, а зачем они нужны, если, ну, чтобы яму вырыть, чтобы туда сходить, и чтобы наши дети и внуки и правнуки знали, что это такое. Я сейчас, может быть, на какую-то жесткую критику нарвусь. Ну, давайте так, откровенно. Мои, да, даже бабушка и дедушка, родители, в том числе, как бы считали нормой, да, в том числе там, туалет на улице в своем детстве, как бы выходцы из села, все такие, да.
или там из небольших городов, но частные постройки, частный сектор. Это нормальная практика. То есть, но они всегда, что там дедушка, что все вот говорят, нет, ни в коем случае. Мы хотим, чтобы это был комфорт, цивилизация, чтобы газ по трубе шел, а не лопатой уголь или там дрова, понимаете? Мы же, то есть вот какое было стремление. И я прям помню это стремление, чтобы, да, мы вот это вот, как скотина, жили, да, в каких-то там маленьких городах, в частных поселках городского типа, в селах, но вы должны там, и твои дети, и твои внуки, и правнуки жить, ну вот как там в соцреализме, да, там на Марсе яблони должны цвести. Вот вы должны вот пользоваться благом наших страданий. А сейчас нам четко говорят, твои дети и внуки должны уметь ходить в яму. Не факт, что они будут ходить в яму, но должны как бы уметь это делать. Ну, давайте так. Здесь есть пропагандистская составляющая. Это, так сказать, показать, насколько с народом, да, пропагандист, что он понимает проблемы, и вот такой вот циничный реализм, назовем это так. Ну, это игра на публику, понятно. Ну, и фигура такая заявляет. Помощник какого-то Умерова, которого посадили на этот пост. Ну, какой он глава Совбеза? Кто такой обычно Совбез? Это обычно человек, который интегрирует силовиков и топов в государстве. То есть, человек, обладающим весом. Последний, наверное, такой вообще на Украине глава Совбеза, это был Горбулин. Вот. Ну, и, может быть, еще Марчук, да? Ну, по Марчук степени был, да. влияния. А дальше глава Совбеза это превратилось, такое вот место, куда почетно можно поставить. Человек вроде на виду. Ну, а в данном случае просто так как это конкретно человек проамериканский, ему какой-то пост нужно обозначить. Вот, поэтому никакой он, конечно, не глава Совбеза по своей функции. Вот, потому что вопросы безопасности Киева вынесены за пределы. Поэтому реальный Совбез, пост Украины, он находится где-то там между Лондоном, Рамштайном и Вашингтоном. Вот где-то там, в этом треугольнике, посредине, судя по всему, какой-то новый Бермудский треугольник, да. И, соответственно, поэтому ни на какие возможности изменить ситуацию никакой помощник главы Совбеза пост Украины не влияет и влиять не может. Подождите, Все, что они а могут, зачем это он нужен? производить пафос. Пафос нагнетать. Они Что, не нужны, чтобы понимаете, что ли? генерировать пафос. Конечно, но мы же это в рамках когнитивных войн уже многократно выясняли. Давайте еще раз себе напомним. Общество сводят с ума за счет того, что его с помощью информации, посыл, сообщение, месседж состоит из информации, куда подмешивается еще сильное эмоциональное влияние. То есть тот самый пафос, эмоции. И когда человеку сознание отдолбить острыми, сильными эмоциями, например, там эйфории, что такое зрада? Это испытывать эйфорию непонятно почему, да? Ой, в смысле перемога, да? А зрада это наоборот сильные тоже очень эмоции. Поэтому они шлют не вам эти месседжи, так сказать, не мне, не вообще адекватным людям, которых, судя по всему, большинство. Они шлют это тему самому 10-15% нацифицированной стаи, которая зарабатывает, на этом всем. Для чего? Для того, чтобы они имели аргументи. А чому лізти треба в бусик ТЦКшний? А тому, що, всі діди, прадіди так робили, нічого. Вони ходили на, яму вигрібну, и ты сходишь. Ничего с тобой не произойдет. Поэтому вот для чего это надо. Это нужно все время поддерживать, бодрить это нацифицированное меньшинство, которое гонит на убой всех остальных. Вот как работает эта схема. А люди, да, они ничего кроме пафоса не получают. Если первые 2 года еще была манна небесная в виде грантовых всяких денег, которые интеллигенцию, с помощью которых подкупили, да, там же куча программ поползло и для журналистов, и для психологов, и для социологов, и для
педагогов, все же воспрянули, думали, о, круто, это ж теперь нас будет кормить, так сказать, Европа. Вот. И так была бы эта прослойка грантоедов выкуплена на корню на постукраине, как и в Молдавии, как и в Грузии, в Армении. А в 22-23 году манна небесная. Все подумали, что так будет Халява. всегда. Вот Халява. Да. халява, да, халява. А типа ничего же делать не надо, все же фонды оплачивают. А халява заканчивается. Вот. Соответственно, вот это вот общее, что они дожирают остатки хозяйственности постукраины, они все меньше и меньше генерируют кэша. Вот. Ну, вот обратите внимание. Поэтому нужно бодрить то остающееся меньшинство. Это паразиты. Но если говорить про их социальную роль, вот люди, которые такое говорят и вообще занимают посты любые при этой власти, вот по большому счету с 2014 года, это социальные паразиты. А кто такой паразит? Паразит – это тот, кто уничтожает ради своей жизнедеятельности, уничтожает, ну, в общем-то, то, на чем он паразитирует. Ну, вот это паразиты, Смотрите, которые... но может же ничего не остаться. Я не просто так, вот мы с вами, вот такое у нас начало, да, про государство, про тяжелую ситуацию, про отсутствие света, воды. Во-первых, да, бьет-то Россия по энергообъектам. Ну, да, дурь всякую, чушь, и не подготовились, и черти чем занимаются украинцы, мы их описали. Но бьет-то Россия, понимаете, и люди все равно видят это, что, ну, как бы дроны летят по Так это никто и не энергопредприятиям. скрывает. Нет, смотрите, Нет, Россия я не говорю, же... что это скрывает. То есть это же тоже определенное целеполагание, понимаете? Довести до такого состояния, скажем так, народ, до вот этих выгребных ям. Я, если честно, вот возмущаюсь, там вот пишут, там, шелест, там что-то, ну, в чате трансляция я смотрю. Да, подгорает. От вот таких посылов подгорает. Потому что, простите, пожалуйста, миллиарды денег. Сегодня вышел Орбан и сказал: мы не дадим ни копейки. Ну, понятно, у него там предвыбор, как кто-то скажет, немножко опустит градус, что он там борется, он там и петиции пишут, и плакаты с Зеленским Урсулой рисуют. Да, это все так, это предвыборная в том числе риторика, ясно. Но по сути-то он прав, он говорит, мы даем деньги, там их воруют, мы денег давать не будем. Это логическая цепочка, логический ряд, к которому все должно прийти. То есть Урсуле же пришли и спросили: Урсула, а как ты относишься к Миндичгейту? А Урсула говорит: никак, никак, спросите он моего секретаря. Секретарь говорит: а вот там у нас есть пресс-секретарь. А пресс-секретарь говорит: не, ну мы следим, конечно, следим. И ничего не ответили. Понимаете, в чем дело? То есть идет четкое, ну, разложение вот этого всего, скажем так, разложение нормы, хотя бы адекватности. Сейчас люди без света, без тепла проявляют эту адекватность. Они очень не любят Зеленского, как выяснилось, по некоторым опросам. Не те, которые проводят журналисты телемарафона или официальных СМИ, потому что они понимают, что они не могут, например, опросы на улице выдавать с негативом. Да, они там балансируют, ну кто как. Кто говорит наоборот, Зеленский молодец, у него подрастает, у Зеленского рейтинг, понимаете? И в этой связи, ну, как бы первопричиной стало все-таки же российский обстрел. И поэтому отношение к России, обстрелы, ну, усугубляют у этого народа, у большинства адекватных людей в Украине. Вот же в чем проблема, не находите? Да я не считаю это проблемой, я считаю это ситуацией, понимаете. Проблема – это же то, что, так сказать, возникло, и то, что можно как-то либо разрешить, либо сгладить. А тут вы уже ничего никуда не сгладите. Все идет уже по сценарию эскалации. Ну, вот ваш гость Димура, товарищ, он же постоянно об этом, ну, акцент ставил, да? Ну вот это и есть эскалация. О том, как будет все устроено, в общем-то, было понятно еще в 22 году. То есть, после того, как не согласились на демо-версию СВО, то есть, показали же, как будет. Да,
Ну, второй раз тоже будет Киев окружен. Ну, понятно, что в других условиях, да, не в условиях демоверсии. И Харьков вы видите уже постепенно, вот, и все остальное. Так оно и будет, вот, потому что Киев сделал одну подлость, киевские власти, в 22 году. Я напомню ее. Изначально это был конфликт между государствами. И обществом предлагали в это вообще никак не ввязываться. То есть, поэтому все это было в виде именно спецоперации, чтобы чик-чирик. Вот, чтобы, ну, как это проходило, ну, вот вспомните просто. Вот на юге каким-то образом города открывали ворота, вот, аж вплоть до Херсона и дальше. Вот. На севере где-то ворота отчасти то ли открыли, то ли не открыли. В общем-то, по-разному было. Но общество вообще попросили остаться в стороне. Это, знаете, как выяснение между собой, между княжескими дружинами. Вот мы же, когда изучаем историю Древней Руси, мы же читаем, что там князь Черниговский пошел на там, какого-нибудь там Брянского или там, Туровского по соседству княжества. Но это же не значит, что это стало войной ну, жителей этих княжеств, людей русских. Нет, не значит. Я специально упрощаю. Но тем не менее. И здесь то же самое. Но Киев для того, чтобы защититься, я просто напомню, для чего раздавали автоматы с грузовиков? Для чего подняли всю вот эту истерию, в том числе пропагандистскую? Ну вот, когда подошла там российская армия, изначально даже где-то на окружной вокруг Киева, где-то там на Житомирской трассе было, что кто-то где-то мешал вот, гражданским, они уезжали тогда из Киева, я напоминаю. Вот запружено все было на Житомирской трассе. Нет, ничего не было. Но Киев для того, чтобы защититься, киевская власть, режим, да, он решил превратить это в войну народную. Что мы все как один должны сопротивляться супостату. И взяли на вооружение те самые идеологемы украинского национализма и нацизма о борьбе, так сказать, с извечным злом, с Россией. И какая-то часть украинского общества на это повелась. Ну, Ну, народ же давайте реально так. стоял в военкоматах в 22 году. Конечно, стоял. Ну, и, конечно, повелась. И вы как бы тоже так, в общем, не передергивайте. Российская армия такая подошла к Житомирской трассе и стоят, курят. Ничем не занимаются, ничего не делали. Никого не Я тронули, думаю, никого не... переворота. Я думаю, что ждали госпереворота. Ну, Прям вот, если мое мнение спрашиваете. стояли и, в общем-то, как бы мирных не обижали, да, наоборот, помогали. Ну, это тоже ведь неправда. И ситуация были во многих, как бы, окрестностях и с одной стороны, где они заходили, и с другой стороны, где они заходили. Поэтому, я согласен с вами, что абсолютным идиотизмом и разгоном пропаганды было, а давайте там наливать бензин в эти бандера-смузи, вот эти, да, коктейли Молотова, давайте, видишь танк, выбегай, бросай в него. Это, конечно, тоже как бы идиотизм был, как вот эти метки рисовали. Много было тогда на фоне этой Нет, пропаганды. так это же и есть сравнение. Ну, смотрите, а вот давайте сравним теперь ситуации, когда был рейд к нам, в Курскую область. Кто-то из властей призывал делать коктейли Молотова гражданских, да, рисовать эти метки. Ну, вот давайте вот сравним, да. Вот заход одной армии и заход другой армии. Никто... Вот и в этом и есть разница между государством. То есть, у нас государство, оно не снимает. То есть, оно просто гражданских начало эвакуировать из Курской области. Но никто же не... партизанские отряды не собирал из жителей Суджанского района и так далее. Правильно же? Поэтому вы провели правильную аналогию, и вот мы как раз видим разницу в подходе к стратегиям. Да? А на пост-Украине вот эта вот группа, которая захватила высшие посты в остатках вот этого государства, оно прикрывается обществом как щитом живым. Вот и все, что они делают. Хорошо, а что такое тогда общество? В этой ситуации, Угу. общество – это всегда объект по отношению к государству. И в зависимости от твоей классовой
имущественной, социальной принадлежности, ты можешь либо пользоваться государством как инструментом извлечения каких-то ништяков, вот, а можешь пойти в жертвы, потому что закон всегда есть воля правящего класса. Ну вот мы видим, как это устроено. Мне рассказывают и из Харькова знакомые, из Одессы, что чем дороже автомобиль, тем лучше он себя чувствует. К нему у ТЦК никаких проблем нет, вопросов нет чаще всего. Потому что там, скорее всего, человек, который решил все вопросы. И называют цены. Ну, вот можем поделиться. Мне вот там в Одессе, конечно, уже, наверное, устарела информация, но типа абонемент был в районе от 2 до 5 тысяч долларов в месяц. Ты как бы имел вот как бы абонемент. Вот, тебе порешали, да. Вот. Где-то подешевле даже в провинции это все было, где-то подороже. Там вывоз за границу, что тебя где-то на молдавскую границу доставляют, что-то называли там 25-30 тысяч долларов. Ну вот, соответственно, если мы посмотрим на состояние общества, мы увидим, что прослойку в 3-5% эта война, так называемая, вообще не касается. Именно эта прослойка сидела всю жизнь на концертах 95-го квартала в большей степени. Да. Могли Вот они позволить сейчас себе купить качественно билет, да. аплодируют. Могли позволить себе купить билет, да. Вот мы имеем, что 97% находятся в заложниках у 3%. Ну, еще есть, подчеркиваю, порядка 10-15%, вот это политизированное меньшинство или интеллигенция, которая, в общем-то, сначала его подкупили через разные грантовые программы, а теперь все, они уже зависимые, никуда они деваться не могут. Ну, вот это как журналисты, они же, вот вспомните судьбу украинских журналистов. Надо либо куда-то идти, под какого-то из олигархов, а если ты попадал в западную систему этих фондов, то у тебя еще и карьера прет. Ну, вот этот вот Фиала, легендарный чех, да? Он же кто такой? Это же персонаж, который сделал карьеру на своей вот этой бархатной революции. Он же был из числа студентов, когда в Чехословакии свой Майдан был в конце 80-х. Потом пошел по всем этим фондам Сороса. И вот в 2000-е годы попал на новую вот эту территорию Украину, которую они осваивали. И вот обратите внимание, из простого Майдауна, так сказать, человека, который делал карьеру на Майдане, профессионального майданнера, он стал вполне себе олигархом. Да? И таких же персонажей очень много. Потому что эта модель, она колониальная. Она позволяет индусу или там африканцу, который своих соплеменников продает в рабство, позволяет ему персонально сделать карьеру. Но это тоже ничего нового. Именно так была устроена власть полицаев. Вся почти территория УССР, БССР, и которая оккупирована была, часть РСФСР, везде же находились полицаи. Везде. В каждом селе. Просто потом память народная о них предпочитала забывать. Их чаще всего исцелали, и они даже не возвращались. А просто я ж из Сибири, да? И как? То есть, это ж у вас этих полицаев забирали, а к нам их присылали, понимаете? И очень разные там были люди. Не Сейчас только такая полицаи. интересная, такая параллель, немножко если отклониться. Сейчас вот этих полицаев в Америке разыскали, вот это миграционная служба. Причем так интересно, протестуют в Ломбардии, Ломбардия, да, вот это район Италии. Там, в общем, в Милане будут Олимпийские игры зимние. И по протоколу, там все, в общем, Олимпийский комитет, организация, все как положено. И там должны быть, кто-то направлен на усиление правопорядка. Чтобы терактов не было, чтобы там все было как бы хорошо и чинно, мирно и благородно. И по квоте там вот эти ICE
Ну, вот эти, миграционная полиция должна быть там представлена от Америки, они отправляются там в амуниции, будут, в общем, охранять этот городок олимпийский. Так там депутаты местные устроили такой прям перформанс с табличками, митинг там на видео. Не присылайте нам их, не присылайте нам их. Они, собственно, негодяи и нехорошие люди. Сейчас, конечно, в Америке это очень большая такая проблема, то, что такая параллель, понимаете? Люди бунтуют, чтобы к ним таких не слали. Но с другой-то стороны, да, если вернуться в нашу все-таки, в канву нашего разговора, что-то-то делать-то нужно, да, вот с вот этими, скажем так, взаимоотношениями в обществе, в Украине. Причем, как же говорят, надо что-то делать, чтобы что? Чтобы победить. Все так ставят вопрос. Но не ставят вопрос, нужно что-то делать, чтобы сохраниться, чтобы дольше прожить, чтобы лучше было. Я почему за этих там детей и внуков уцепился в самом начале? Потому что нам же как говорят, война для того, чтобы мы должны закончить эту войну, мы должны там победить Россию, развалится, не развалится, это уже другой вопрос. Но украинцы должны победить россиян, потому что, чтобы наши дети этим не занимались. Ну, то есть вот такая аргументация. И все так клипают глазами, говорят, ну да, поэтому, в общем-то, и страдаем. А сейчас получается, нам говорят, что и вы, и ваши дети, все должны сидеть, скажем так, под скирдой и ходить, скажем так, в нужник из дерева на улице. Мотивация изменилась, время изменилось, и у меня очень важный на самом деле вопрос. Как это отражается на ходе переговорного трека, то, что модно сейчас говорить. Очень интересный эпизод. Зеленский вчера, точнее, за Зеленского вчера Сибига говорит, Зеленский готов встретиться с Путиным. О как! И с Путиным только Зеленский и Путин вдвоем могут решить судьбу территорий. Мы подразумеваем Донбасс, который обернулся для украинцев холодильником Донбасс. Мало кто помнит, может, у кого-то другие марки были. Но у меня был холодильник Донбасс дома. Такой агрегат, как бы пашет, 1000 раз ремонтировался, но работал. Советский. Значит, Донбасс и Запорожскую АЭС, ну и вообще территории, может решить только Владимир и Владимир. Ну, ему сегодня Ушаков как бы ответил. Говорит, извините, я тут хочу дать ответ. Если хочет, пускай приезжает в Москву. Как вы думаете, вот это состояние, которому мы посвятили первую половину нашей встречи, как-то влияет на одного и другого в моменте, ну, вот таких договоренностей, о такой встрече только в Москве? Ну, понятно, что это уже пошел некий обмен колкостями, то, что называется, дипломатическими, потому что у нас давно просчитали, что вот это, что стоит за желанием Зеленского во что бы то ни стало иметь личную встречу. О чем? Ну, то есть, вот о чем? То Как? есть, что Донбасс превратить ее и в Запорожская очередное, область, вот видите. в очередное шоу превратить? Нет, ну это так не получится. Это так не работает. Я напомню даже, вот сколько по Минским соглашениям работали. У нас все-таки надо не забывать, что кто находится при власти, да? То, что называется легитимисты, юристы по образованию. Ну вот, два наших президента питерских, вот, они оба юристы по образованию, правильно? Ну вот, смена пришла после Ельцина, так сказать. Все юристы. Поэтому так это не работает. Встреча ради встречи – это опять-таки пафос. Поэтому давайте мы не будем вестись на пафос, а будем понять, попытаемся понять, где там, собственно, логос, то есть в чем стратегия, в чем осмысленная деятельность. Осмысленная деятельность очень простая. ОПГ Зеленского сделали ставку на то, что сменится администрация в США всего через 2 года. И произойдут очередные качели. Они же уже один раз... Семен Сергеевич, да тут же И все. Трамп, он только вот год отпраздновал. Трамп говорит, я вот добился всего, говорит, у меня все хорошо. А вы говорите, еще 2 года.
Ну так вот, смотрите, вот он уже сколько, прошел год, как не пугали это ОПГ. Что? Кто-то наказан, посажен, деньги им лично перестали идти. Нет. Может быть, данные, вот это же что меня умилило, вот эта беседа между Сикорским, польским и Илоном Маском. Да? Ну, Маск правильно, по сути, ответил, что вся связь держится на Старлинках. Но возникает вопрос. Ну, то есть, по факту, значит, США продолжают поддерживать это все. Потому что без космической связи ну, спецоперация пошла бы намного-намного быстрее, да, с нашей стороны. Поэтому США сохраняют свое участие в этом конфликте. Но так как Украина, ну, она охвачена по типу... Помните, был такой в позднесоветские времена фильм «Спрут», очень популярный, итальянский. Там Микеле Плачедо был, вот как раз о мафиозном типе. Ну, вот западного типа влияния, оно мафиозного типа. Оно как спрут опутывает разными щупальцами. Украина отдельно задушена щупальцами спецслужб. Это еще середины 2000-х годов. То есть ЦРУшники хозяйничают как хотят. Она опутана, значит, сетью, ну, вот то, что в рамках когнитивной войны мы называем сети влияния, все ломы, блогеры, потом уже чиновники, которые воспитаны в пробирках всех этих соросовских программ, да. Но это ж не в России родилось понятие соросята, да. Целое понятие, это когда уже было невозможно скрывать. А все это было уже в середине 2000-х. Поэтому, так как этот спрут, он опоясал, в общем-то, всю систему жизнедеятельности, Зеленский принял решение и выбрал войну не сейчас, и не месяц назад, и не год назад. Он выбрал в той ситуации, когда, помните, я не лох. Помните эту историю? Когда он попытался поехать на линию соприкосновения и попытался пощупать, а у него же в чем проблема? Он же человек недообразованный. Вот. Ну же это из биографии видно. Во-первых, вуз какой-то очень странный, где его отец работал, да. Вот. Во-вторых, он со второго курса, ну, как бы никогда не работал прямо по профессии. И у людей с такого типа, у них же особенность в том, что они, ну, такие очень вульгарные материалисты. Они верят только в то, что лично могут там пощупать, понять, увидеть. Вот. Он увидел, что эти вооруженные, так сказать, националисты, вот, они не будут слушаться его приказов. Он это понял. Поэтому была истерика вот эта вот Яны Лох. И после этого он сделал выбор. Выбор какой? Я буду продолжать политику Порошенко. То есть, продолжать вяло текущую войну против Донбасса, вяло текущие диверсии по отношению к Крыму. Ну, не такие активные. Ну, послушайте, свет-то вырубали. Ну, не при Зеленском, но по факту-то вырубали. Потому что они ничего уже не могли сделать вот с этим радикальным меньшинством, которое к тому моменту еще и вооружилось. А теперь ситуация изменилась. Теперь это радикальное меньшинство, которое раньше было только в зоне АТО и еще немножко сидело по тылам. Туда же рванула шваль со всего мира. Мы же, когда смотрим все вот эти там эти Коротких, он же из России, с Западной Европы, с Америки, от нас куча. Потом вот этот же, как этот, Химпром, наши эти самые наркомафия из России десантировалась. Понимаете? Ну, то есть шваль со всего мира собралась, и как бы вы такие задаем себе вопрос, а можно ли с этим договориться о каком-то мире? Да нет, там надо сначала систему управления восстановить. Понимаете? Для того, чтобы государственность восстановилась. А то она сейчас подменена вот этими щупальцами спрута. Вот, где ну, никто ЦРУ никаких приказов не отдавал, не участвовать в этом всем, не разрабатывать спецоперации, например. Мы же понимаем, что те же удары дальнобойными ну, орудиями, это же ну, наводка чья, операторы чьи, программное обеспечение чье. Поэтому это очень подлая война. Вот. Ну, если у нас она компенсируется тем, что государство воюет так или иначе за свои
и Россия, ну, никто нас не кредитует, и поэтому все тяготы, они, ну, чувствуются, то на постукраине ситуация немножко другая. То есть там вот это панское сословие, которое воюет за чужие, для него это бизнес и манна небесная. Ну, то есть они никогда таких денег не видели и не увидели бы. А для 97 плюс-минус процентов вот этих вот холопов, вот, для них это биореактор. Вот в этом принципиальная разница. Ну, а в войне мы участвуем в одной, и это война внутри культуры, война гражданская. И с двух сторон культурно гибнут очень близкие люди друг другу, за исключением узкой прослойки нацифицированного меньшинства, но оно, как мы видим, в основном сидит в тылу и оттуда кровожадно призывает. Ну, вы знаете, по поводу обстрелов вот этих дальнобойных, новость появилась вот буквально, ну, во время нашего эфира. Кстати, такая новость заставляет задуматься. Вы вспоминали Илона Маска. Что это вообще Сикорский рот открыл? Он говорит, в последнее время вот эти дроны, в Украине все подряд называют шахеды, хотя они уже претерпели 5 модификаций, уже есть Герань 5, ну, можно сказать 6, потому что сначала шахеды, потом Герани, потом 1, 2, ну, вот 1, 2, 3, 4, 5. И причем дальше как бы это все идет эволюция. Они чем-то начали прототипы, да, усовершенствованные, стали походить на фламинго. Ну, вот внешне. Ну, то есть из дрона иранского вырастает фламинго. Ну, вот такие какие-то моменты, да, мы видим. Плюс туда цепляют старлинки, что только не цепляют. И вот поэтому идет какое-то развитие. В последнее время робкие такие тихие голоса. Ну, опять задача же какая поставлена Зеленским. 50 тысяч в месяц россиян убить на фронте. Фон для переговоров вообще потрясающий, согласитесь. Ну, только мирные переговоры вести, значит, прям четко с цифрами, там, министр Федоров, Зеленский. Только можно садиться и переговоры переговаривать. Следующий раунд, кстати, 1 февраля. Уже это все подтвердили стороны, украинская и российская. По поводу обстрелов. Сегодня появилось очень интересное видео. Вот это. Значит, это автоматический комплекс «Зубр». Прототип разработан, и сегодня заявила российская сторона, что он массово внедряется возле инфраструктурных объектов. То есть ставится вот такой зубр, этот он автоматически, он сам определяет, что летит дрон, и по нему стреляют. Ну вот как-то так. Да? Допилили что-то, вот сейчас запустили в серию. Носятся с этими дронами-перехватчиками с украинской стороны, да, носятся, а ничего не меняется, понимаете? Собственно, разлетались вот эти БМ-31 и смотрят, как у себя дома летают на низкой высоте. И с камерами, со старлинками, и как бы вычисляют. Пожалуйста. В Днепре сегодня этот редкий случай, залетел дрон. Точно так же. И был взрыв после этого. То есть ПВО не существует. Потому что нам хоть и говорят, что война вот превращается в то, что нечто копеечное стало гораздо более смертоноснее, чем вот эти дорогие танки или какие-то там, не знаю, другие орудия. Но с течением времени это может быть на короткий период, а с течением времени нужны системные решения. И вот в системных решениях как раз-таки, собственно, мы видим вот этот дисбаланс и перекос. Куда идет война? В смысле войны? Как вам видится? Ну, стратегически, до тех пор, пока в постукраине будет доминировать идеология и мировоззрение украинского национализма, а он, я напоминаю, в 3 бывает ипостасях: Мазепинщина, Петлюровщина и Бандеровщина. То есть сейчас вот Петлюровщина в форме государственной войны с Россией, то это все идет только в одну сторону. Ну, когда вопрос когда, и, может быть, в этом ли столетии или в следующем, не знаю, будет, так сказать, русский флаг над Равой Русской. Может, это через 100 лет будет, да? Но в целом, вот до тех пор, пока эта идеология на знаменах, будет идти война с Россией. Может быть, будут какие-то паузы, ну, теоретически.
но, в принципе, все это непримиримый антагонизм. Ну, вот, причем этот антагонизм непримиримый, ну вот давайте, если, говорю, брать с оснований именно идеологических, с 92-93 года, его просто когда-то, ну, отсрачивали, ну, отсрочка была за счет личных взаимоотношений глав государств. Ну, давайте вспомним. Украина когда-то стремилась войти хоть в какой-то союз с Россией. В ОДКБ, в таможенный союз, в Евразийский союз. Ну, даже в СНГ там особый статус такой вот особый. Ну, вот скажите, ну, вот попытки были? Нет, не было. То есть, получается, никто, в принципе, за все это время, кроме отдельной оппозиции, ну, вернее, было как? Несколько президентов совершили, ну, не зря же Мазепа на деньгах. Кучма же на чем избрался в 94 году? На тех же лозунгах, что и Лукашенко. Откуда эти Один в лозунги один. берутся? Это исключительно такие западноукраинские лозунги, но на Западной Нет, в Украине 94 году... Нет, войны Александр, в сейчас нет. 94 году... Ну, как нет? Это же вопрос времени. Что, туда не прилетает? Прилетает. Сейчас погасят Киев, следующие будут гасить Львов, по всей видимости. У нас никто не разделяет это все. Это все, понимаете, после того, как поговорка, когда говорят пушки, музы молчат, все, музы молчат. У нас же государство, поэтому по целям работают вооруженные силы Российской Федерации. Все цели после того, как война перешла в войну экономик, они выбираются из этой, ну, как бы, целесообразности. Моя гипотеза, просто экономика вот к концу 25 года вышла в России на необходимые рельсы для того, чтобы производить достаточное количество. Вот то, что если герань уже 5 модификаций прошла. Вы представляете, какая там идет работа в той части айсберга, которую мы не видим? Мы же видим только уже финальную часть, когда где-то что-то летит и какая-то картинка снята. А вы представляете, какие внутри этого работают конструкторские бюро на производстве? Сколько часов совещаний произведено? Сколько людей занимаются, ну, всякими логистическими спецоперациями для того, чтобы доставлять те комплектующие, которых не хватает? Это титанический огромный труд, который может потянуть только сложная система. Вот. А на Украине там другая ситуация. То есть там же это надстройка, это же прокси-отряд Запада, поэтому то, что Запад поставит, то, так сказать, ну, как минимум научимся использовать. Вот и вся разница. Поэтому это только начало. Вот, это начало, которое было немножко отсрочено, я так понимаю, переизбранием Трампа. Это мои предположения. Ну, потому что же были заявки даны, что, значит, мы сможем дожать, мы, так сказать, будем в этом направлении работать. Но, как мы видим, Трампа все прекрасно устраивает. Ну, у меня никаких иллюзий, например, не было по поводу его администрации. Знаете, вот вы когда ну, мы говорим, там, война и так далее, вот эти там холода, с которых мы начали, давайте ими и закончим. Новость. Ужас, конечно. В Киеве замерзла насмерть женщина, которая пережила Холокост, сообщают израильские вести. Евгения Михайловна Бесфамильная была найдена замерзшей насмерть в своей квартире на Подоле в середине января на фоне экстремальной волны холода и длительных отключений света и тепла. Обстоятельства смерти стали известны лишь после разрыва водопроводной трубы, который привел к затоплению всего дома. По словам соседей, женщина жила замкнуто, редко открывала дверь, однако регулярно посещала расположенную неподалеку синагогу. Бесфамильная, которую соседи звали Баба Женя, пережила ужасы войны в Украине еще ребенком. После войны ее отправили в детский дом, она получила свою фамилию, вот эта Бесфамильная, жила одна, без родственников, говорила только на русском и идише. Вы понимаете, насколько вот это вот все, что является, ну, с одной стороны, там, целями и задачами СВО,
да, с другой стороны, чтоб Россия... Короче, если мы переживем эту зиму, то Россия распадется. Слышали тоже такой посыл? Это, конечно, интересно. Ну, вы поняли, там, распад России, смена там режима в России, развал, вот это вот там, чтобы вернулись и присосались и качали ресурсы на Ну, Запад. это заклинание самоубийц. Помните, Понимаете, может быть, насколько был вот фильм «Приключения принца Флоризеля», да? Вот там самоубийцы были. насколько эти Ну, две вот ну, контрпозиции, да, насколько они далеки от вот обыденности. И получается, у нас все меньше и меньше остается ответов на вопросы, а за что воюют. То есть Холокост баба Женя пережила, понимаете? А вот эту войну уже не переживает, уже не, ну, не может пережить. И куча таких одиноких стариков. Вот какое не посмотри видео, да, после прилета или какие-то там палатки вот эти, или там еще. В основном же, ну, люди в возрасте. И у меня финальный мой вопрос, а потом перейдем к итогам и зрительским вопросам. У меня вот такой момент. Вот если поразмышлять. А виноваты они в том, что происходит? Ну, вот эти старики, пенсионеры, которые там, условно, Андропова еще помнят, а может еще... Ну, она Холокост пережила, она еще помнит. Ого-го. Ну, сейчас уже, правда, не поделится. А виноваты вот эти старики в том, что сейчас происходит? Как вы отвечаете на этот вопрос? ну, это так как ситуация, внутри которой историческая, историко-культурная, в которой мы находимся, так как это трагедия, то, конечно же, большинство, а чем отличается трагедия? То, что там давляет рок или судьба. То есть то, на что человек повлиять, в общем-то, не особо может. И ну, в каждой ситуации нужно разбираться не то чтобы лично, да, а тут самый главный вопрос не виноват, ну, не вины чьей-то персональной за что-то, а вины за осознание. То есть, с моей точки зрения, те, кто не осознали, к чему ведет украинский, ну, не только украинский, любой национализм, они потенциально, ну, скажем так, не проявили бдительность. Потому что после 2 мая 2014 года уже любому здравомыслящему человеку должно было быть очевидно, что идет уже горячая фаза гражданской войны, подчеркиваю, горячая. Где-то после 3-го тура 4-го года шла холодная фаза гражданской войны с отдельными, так сказать, ну, вспышками. Вот. А после 2 мая в Одессе стало очевидно. И, соответственно, после этого жизнь каждого человека на постукраине, она стала, ну, скажем так, вероятностной. Ну, вот, например, как этот западноукраинский блогер, который возмущался призывами, одного из первых его посадили. Орест, не Орест, я уже не помню. Вот. Потом Хавич Олег, мой давний знакомый. Ну, я просто поза какой-то там прошлой жизни, еще из конца 90-х с ним знаком. Его же выдавили из страны еще задолго до этого. Олеся Бузину, я напомню, убили. То есть, это же все были знаки. Я, ну, так сказать, вот в эту метафизику не ухожу, но есть такое понятие, как знаки. Эти знаки были постоянные. 1, 2, 3, 4, Это есть 5. такой, Ну и Максим Равреба вел новости на Интере, ну, том еще Интере. знаком с Максимом, да. Это, конечно, что-то. В очередной раз как-то он что-то он комментировал, он тоже какую-то годовщину, наверное, там убийства, и тут как бы не Бузины. И говорит, ну, елки-палки. Вот он прочитал эти знаки и свалил. Ну, и об этом пишет, что он доволен, что он вовремя свалил. Он все понял. И, собственно, Москва потом сейчас осел в Беларуси. То есть он понимал, что его ждет. Но тут же видите, какое время. Здесь никто не знает, что тебя ждет завтра. Понимаете? Ты, может, выживешь, а окочуришься, как баба Женя на Подоле. Понимаете? Ну, Александр, давайте смотреть на вещи
объективно. Ну вот когда в России включилась фильтрация по отношению к гражданам Украины? Ну, после сначала взрыва на Крымском мосту, а потом после, ну, особенно когда Дарью Дугину взорвали, ну, когда пошли уже такие теракты, особенно с участием гастролеров, да, ну, чем был, ну, отличался особенно, да, вот этот теракт, когда убили Дарью Дугину. Это же из Мариуполя приехала с ребенком, ну, чтобы легенда была, да, лучше, ну, как бы мать с ребенком приехала. Поэтому и только после этого включили. Я лично просто вот в 22 году я во всех своих соцсетях у меня были обратная связь от харьковчан, которые выезжали в Крым. Вот. Была возможность выскочить где-то вплоть до августа, начала сентября через Орехово. Ну, там был, короче, блокпост, там можно было и коррумпировать незадорого. И, в общем-то, выпускали всех, если хорошо соврал, что едешь в сторону Мелитополя, вот, и там адрес назвал, куда едешь, то, в общем-то, можно было проскочить. И я очень многих людей прям вот вел, как, ну, там, ну, советовались, еще что-то, как, куда двигать. Вот. И люди выезжали, и в этом смысле и украинская сторона, да, ну, которая стояла, ну, с той части относилась относительно лояльно. Поэтому знаков было огромное количество, и пускали же спокойно очень долго. Но после того, как это перешло в войну с элементами бандеровщины, а я что такое напоминаю, что такое бандеровщина? Это терроризм в первую очередь. Причем терроризм против лиц не столько гражданских, назовем их так, а вот ну, не военных противников. То есть они же убили советского посла, бывшего премьер-министра Польши. Это же было героизмом. Ну, вот тут я, кстати, мы же часто подбираем цитаты. Я сегодня готовился, раз будет такая тема. Это вот как раз на чем это все базируется, да? Ну, вы знаете, Это я из... сейчас одну ремарку, и вы цитату приведете, Мгм. с вашего позволения, Семен. Это я рассказывал вчера в шуме. Есть такая, ну это прям кладезь. Ну, вам тоже, наверное, вы тоже, наверное, знаете об этом. Я не знаю, захаживаете ли туда, окунаете ли как бы сознание в эти испражнения. Есть такой медиаресурс «Великий Львив». Вот это вот передача. И там вот Ну, знаком, да. все как на подбор. И там есть один продюсер информационный, Guardian себе пишет. И автор-ведущий проекта «Останови лося», «Зупини лося». И он выдал очень интересную сентенцию, что победа будет тогда, когда 90% жителей Одессы, где, как он утверждает, очень много ждунов, признают, что Бандера любил Украину, а все вот эти вещи, которые там исторические, ну, мы знаем, да, то, что вы сейчас упомянули, ну, коснулись этого, да, вот эти все практики террора, это вообще были переодетые НКВДисты. А он настоящий патриот и герой. И вот когда Одесса скажет, что 90% что это так, это означает, что информационную войну мы выиграли. И примечательно, я это делал вчера на этом акцент, что он нападает на своего же. Ну, то есть такого же молодого хлопца, который современный, молодой, юморист, стендапер Феликс Редько, который начал говорить как адекватные вещи. Говорит, ребята, Булгаков нам не поможет ничем на фронте. Что вы делаете? Вы только как бы стравливаете, давайте не тем мы занимаемся. Ну и много таких адекватных вещей он говорил. Понятно, в своем стиле, с юморком. Так вот эти зупыны лося атакуют своих же, а он чисто украинский, на украинском шутит, ну, другое поколение совсем. И он прямо его атакует, вот это все, друг друга жрут, понимаете? А цель, то есть они друг друга жрут, а кормом, получается, будут одесситы, которые должны были назвать Бандеру, ну, вы поняли, то есть героем, и весь террор — это НКВДисты. Вы очень точно описали саму модель. Да, это оно и есть. Они жрут сами свой народ. В этом смысл национализма. Но самое неприятное, что они какую-то часть общества смогли убедить, внушить. Это не убеждение, это именно внушение. То есть влияние через чувственную, эмоциональную сферу. Ну вот Донцов, да,
Я спеціально підняв його, значить, націоналізм. Творче насильство та ініціативна меншість, які порядкуючі сили, шоста вимога волевого націоналізму. Без насильства і без залізної безоглядності нічого не створено в історії. Така була теорія основоположників революційної. Ну, в общем, и дальше, ну, на контрасте, ну, ладно, хорошо, а по отношению к кому творче насильство? Тоже работа, значит, того же Донцова, мелитопольца, между прочим. Он бы сейчас имел бы право претендовать на гражданство, упрощенно, как уроженец, да, Мелитополя. Душа москаля, работа его же. Бунтуватися проти охлялої сили – це можуть москалі, але їх природний стан – це бути рабами справжньої сили. Ну, раби, да, помним, рабовладельці. Начало саме СВО. І от цієї психіки московського народу не розуміє Захід. Хоч її можна відчитати навіть на обличчі кожного пересічного русского чоловіка. Є на тім обличчі щось невиразне, неозначне, нерішене. Ніколи не знаєте, що він за хвилину зробить, а вас в руку поцілує чи горло перегризе, тому що він сам ще того не знає, приглядається. Коли він вівця, кинеться на вас, коли вовк, хвіст під себе. Ну вот как они предлагают представлять, вот меня в том числе, ну, русских людей. Понимаете? И это на базовой основе. Это должно быть, ну, лишено вообще любых оснований. Потому что когда такая культура и такая идеология лежит в основе, а это, извините меня, в школах проходят, это в вузах проходят, люди, ну, какие-то, ну, опираются, передачи об этом снимают, понимаете? Но если лежит в основе такая ущербная идеология, то ничего, кроме войны с Россией, не будет. Причем она будет именно такая, как сейчас. То есть это будет, ну, перманентное самооблучение собственной же пропагандой. Понимаете? То есть ведь что же случилось? Все, что говорили плохого про Россию, и особенно про ЛДНР, да, как их называли, да, вот, как их оскорбительно, отдельные районы, окремі, как же он, ну, такая была, в общем... Ордло, да, Лугандоны, ну, Орда. Ордло, да. Лугандоны, Ордло, да. Обратите внимание, все худшее реализуется на постукраине. Это вот особенность черной риторики и вообще черной пропаганды, что она очень часто возвращается бумерангом. Ну вот это, похоже, мы имеем дело с такой ситуацией. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Всем большое спасибо, что проголосовали. Очень интересно получается. Что означает уничтожение энергетики, инфраструктуры Украины Россией? Да? Ну вот, удары эти что означают? Что там зашито? И 4 варианта. Конечно, вариантов может быть больше, да, и они могут комбинироваться, но вот такой итог мы получили. 6% Запад сосчитает убытки и остановится. Ну вот Запад. Рассчитано на истощение. Они посчитают, кредит дебетом сведут, скажут, ой, не. 24%. Скоро обвал фронта. Ну, то есть прямая, сообщающиеся сосуды. Тыл и фронт. Вот если в тылу такая задница, то скоро будет и на фронте. 30% пойдут как можно дальше, а ничего страшного, то отстроят. То есть вот эти уничтожения свидетельствуют о том, что будет большое наступление России. Большое. И 39% больше всего Россия брать всю Украину не будет. То есть поэтому и уничтожает. Потому что ей условно вот то, что она убила, ну там, то, что она убила энергетику, как она убила, где она убила, а ее там не будет. Ну вот так считают зрители, вот так они понимают. Внимание, дальнобойные удары, Броды, вот этот вот Киев, отключение и так далее, и так далее. Что скажете, Семен? Ну, я считаю, что вот это большинство, оно находится в легком заблуждении относительно исторического подхода России вообще ко всему этому региону. Назовите его как хотите. Можно Украиной, можно Юго-Западной Русью, кто-то это называет. Кто-то называет по именам древнерусских княжеств, там Красное, Великое, Малое. Без разницы. Это междуречье. Междуречье
Ну, помните, мы же, когда историю изучаем, что цивилизации всегда зарождаются в междуречиях, да? Вот междуречие Днепр-Дунай, Днепр-Днестр – это одно из ключевых междуречий для нашей культуры, да? Такой же, как Волга-Дон, например, вот. И один из ключевых торговых путей общеевразийских, да, потому что как бы это идет война на континенте и конкуренция на континенте. Если вы посмотрите на карту, то это конфликт на том самом историческом пути из Варяг в Греки. Ну, то есть из Балтики в Черное море. И исторически он задуман, наша цивилизация возникла на этом торговом пути, ну и на Волжском тоже в том числе, но Волжский позже был взят под контроль. А вот наша именно культура после того, как мы стали историческим народом, то есть, ну, так сказать, начали бросать вызовы империям своего времени, она появилась после того, как мы взяли, ну, мы же все время вспоминаем про Киев, ну, так сказать, стольный град, а про Новгород почему-то забываем. Ну, так Новгород – это же вход как раз на севере в этот торговый путь. А Киев, и потом еще Тмутаракань, Корсунь, ну, то есть нынешняя Тамань и Севастополь, они контролировали южные выходы. И поэтому вот эта территория мирового, одного из мировых торговых путей из Балтики в Черное море, она должна быть едина. Вопрос, как она будет едина, под чьими флагами, это вопрос спорный. Вот напоминаю, проект, который реализуют альтернативный, в который играют поляки, это Междуморье. Это же то же самое. Это тоже из Балтики в Черное море. И по большому счету это идет конкуренция этих двух проектов. И у России, у нее как бы есть исторические многочисленные прецеденты борьбы за эту стратегическую, ну, часть нашей культуры, которую мы считаем. Мы же не отбрасываем юго-западную Русь, понимаете? Поэтому я и Франко постоянно цитирую. У нас нет шизофрении. То есть у нас не считают, что украинцы это, так сказать, не от общего корня. Ну, это, ну, есть отдельные маргиналы, причем чаще всего это выходцы как раз из пост-Украины. То есть наибольшими русскими националистами становятся те, кто переезжают в Россию и, в общем-то, резко начинают себя чувствовать ультрарусскими, хотя не бывали там ни в Сибири, ни на Урале, ни в Поволжье даже, и начинают рассказывать, что украинцев не существует. Вот и все. Поэтому весь этот регион должен быть под контролем. А это, я напоминаю, междуречье. Днепр, Дунай, это до Бессарабии включительно. Почему Суворов на Измаиле остановился? Дальше не двинул. Ну, все, ну, задача была выполнена. Точно так же, почему Сталин был вынужден взять Западенщину? Потому что нужно было Днестр контролировать, как одно из ключевых, ну, это же и гидроэнергетика. Ну, это вообще все у нас в Евразии надо смотреть по естественным границам, а естественные границы – это реки и горы. Вот такой у меня ответ может быть длинный, но Россия двигается в рамках исторических стратегий, поэтому под контроль придется брать все. Либо прямой, либо опосредованный, либо косвенный. Да, друзья, пожалуйста, давайте перейдем к вашим вопросам. Начнем с клуба зрителей. Режим Блиц, пожалуйста. Семен, да, и, скажем так, всех подписываться призываю на телеграм-канал Семена Уралова. Ссылка, как обычно, в описании. Там идет тоже трансляция параллельно. Все вживую, все как есть. Поехали. Значит, вот такой вопрос. Начнем со Светланы. Вопрос Семену. Как вы считаете, не заложен ли в демократической системе изначально некий суицидальный элемент, который ведет к последующему неизбежному разрушению? Ведь равенство практически недостижимая форма жизни в обществе. Или достижимая? Какая форма правления могла бы подойти Украине в будущем, чтобы мир сохранился? Не, ну это у вас фатализм в вопросе содержится. Любая форма правления может деградировать и саморазрушиться. Любая. И точно так же любая может демонстрировать эффективность. Вот. Но мы видим, социализм у нас рухнул, в Китае, в КНДР держится и держится эффективно. Что касается Украины, надо опираться на ту модель власти в государстве и отношений в обществе, которая наиболее нам культурно близка.
Поэтому не надо заимствовать образцы чуждые нам, какие бы они не были приятные и, самое главное, разрекламированные. Но я отвечаю коротко. Моя книга «Миропорядок по-русски», она как раз, ну, я ввожу авторскую концепцию мира в обществе и порядка в государстве, то есть, что такое миропорядок. Она, в общем-то, об этом. О том, как в нашей мировой культуре вот эти вот устойчивые модели разные могут быть как эффективными, так и кризисными. Мгм. М, Дмитрий, вопрос Семену. Семен, скажите, как вы видите завершение этой войны? Сегодня Зеленского позвали в Кремль. Если представить, что он приедет в Кремль, ну, гипотетически, и после переговоров представить совместную пресс-конференцию России и Украины, какой мощности был бы вот этот удар по англичанке? Ой, ну, конечно же, для фильма, так сказать, продолжение «Слуга народа здорового человека», там, 4-й или 5-й сезон, может быть, это и было бы красиво. В жизни оно так не бывает. Вот. Поэтому полноценный мир начнется после того, как начнут ликвидироваться первопричины, которые привели к этой войне. Вот мы начинали сегодня с Мазепы на гривнях, да? Ну вот эти первопричины нужно будет демонтировать в законодательстве, в образовании особенно. Вот то, что меня больше всего беспокоит. Потому что уже подросло поколение, так сказать, бандерчиков маленьких. Вот их не большинство, но они есть. И они терроризируют в том числе нормальных людей. Поэтому я на полноценный мир ставлю, если честно, ну вот с того момента, как прекратились боевые действия, до полноценного мира, когда мы будем себя чувствовать, ну, спокойно, доверять выходцам из разных регионов, да, ну, должно пройти от 10 до 25 лет, в зависимости от того, как мы интенсивно будем все это залечивать. Ну, кстати, если мы посмотрим ближайшие аналоги, например, Приднестровье, ну, вот события 92-93 год, ну, раньше, ну, вот тогда совсем активно. Ну, вот уже к середине 2000-х, потому что особо никто не трогал, да, оно уже как-то зажило. А сейчас уже даже нету между Молдовой и Приднестровьем на уровне общества. И как Майя Санду не пытается там поджечь, вот, там нету, обратите внимание, никаких вспышек. Потому что прошло 30 лет. Надо, так сказать, не беспокоить как минимум полпоколения. И проводить реанимационные мероприятия. Петр, Семен, как звучат словеса о единстве нации, когда ну, нации, народа, когда одни граждане прячутся по подвалам от бомбежек, оставляют конечности кишки на передке, а другие в это время отрываются в кафешках, зависают в ТЦ, куршавелях, делятся попкорном под очередной аватар. Причем относится это к обеим сторонам. Ну, давайте скажем так, у нас бусиков не наблюдается мобилизационных. У нас такие, ну, эксцессы были только в ДНР и в ЛНР в первые полгода в 22 году, пока их не включили в состав России. Там тоже был волюнтаризм. Вот. Поэтому я бы тут не сравнивал. Понимаете, это же проблема отчуждения. Она вечная. Ну, что я могу сказать? Почитайте Гиляровского, например, «Москву и москвичи». Тут раздел про Первую мировую войну. Как в московских кабаках гуляли поручики, которые, ну, получили доступ, так сказать, к военным бюджетам. Вообще было у нас такое отдельное понятие в русской культуре, вот как раз времен Первой мировой войны, земгусар. Не знаю, вы, может быть, где-то в литературе встречали, но в «12 стульев» там Остапин выдавал себя в Старгороде за земгусара. Вот. Кто такой? Это земский гусар. Это люди имели... Вот была же земщина, да? То есть, это общественная власть. Вот они занимались, грубо говоря, то, что сейчас называется донатами. Вот. Ну, сборами с земщины. И над ними вот так вот издевательски называли их Слушайте, земгусарами. я у вас украду. Буду называть теперь Серненко и Притулу земгусарами.
Ну, это было такое понятие, да, то есть поэтому чего уж. 100 лет назад ничего не меняется. Дальше. Доброго дня. Всем уже понятно, что выборы будут. Кандидаты от оппозиции за рубежом их просто не зарегистрируют. Что мешает во втором туре оставить Зеленского и Белецкого или кого-то другого из правого сектора? За кого проголосуют тогда украинцы? Тем более создавать образ Белецкому не надо. Так, пару эпизодов, например, Кракена. Ну, это не выборы, это имитация выборов в текущих условиях, потому что часть общества находится в заложниках. Последние относительно свободные выборы, когда не давили ни на одну часть украинского общества, это где-то 2012 год. И то, там уже поправки надо делать, да, после 2004 года. Но в целом, это, грубо говоря, когда в Харькове и в Луганске, в Крыму могли приходить свои региональные силы, и на них никто, в общем-то, не заводил уголовные дела и не обвинял в сепаратизме и не убивал. А на Западенщине могла приходить Свобода и там другие националисты. Их тоже не садили. Вопрос, сколько могло бы такой баланс продержаться, но после этого свободного волеизъявления, когда человек не испытывал какого-то давления и террора, на Украине не было. Поэтому то, что вы описываете, это спектакль, а спектакль можно разыграть любой, какой угодно. Так, вот такой еще вопрос. Тоже, кстати, очень интересный и важный. Недавно обсуждал я с кем-то из близких вот эту историю, похожую, да, ну, тут немножко о другом, но тем не менее. Александр пишет о том, что Украину сравнивают с Израилем. Мол, гордая независимая страна в окружении врагов, но 40 лет назад в Израиле не было автомобилестроения, сейчас есть. Не было ракетостроения, сейчас есть. Танкостроения, сейчас есть. Судостроения, сейчас есть. Ядерного оружия, сейчас есть. Ну, судя по всему. 40 лет назад в Украине было автомобилестроение, сейчас нет. Ракетостроение, сейчас нет. Танкостроение, сейчас нет. Судостроение, нет. Ядерное оружие, нет. Вопрос. Может быть, Зеленскому стоит написать книгу «Украина не Израиль»? У меня, кстати, тут на полке стоит очень хорошая книга нашего журналиста Носовича из Калининграда. У него есть «Почему Беларусь не Прибалтика». Вот, я недавно просто книжки перебирал. Вот она, кстати, поэтому подобная книга уже написана у нас про 2 типа государств постсоветских. Но в вопросе содержится ошибка, понимаете? Вот вы когда перечислили то, что у Украины было судостроение, ракетостроение, оно было не у Украины. Оно было у УССР. А там украинское только одно, да, в аббревиатуре одно понятие. Остальное Советская Социалистическая Республика. Это на территории Украины был размещен народно-хозяйственный комплекс с передовыми отраслями, в которых участвовали самые развитые города и регионы всего Советского Союза. И понимаете, вот все, что было развитое... У меня отец, вечная память ему, он из системы ВПК был. И вот как мы оказались второй раз на Западенщине, да, в конце 80-х годов. Вот он работал в НИИ, которое было разбросано между Сибирью, грубо говоря, Новосибирск, Горький, тогда Нижний Новгород, в Белоруссии, во Львове, в Харькове и еще в Севастополе. Да? Вот это вот НИИ, которая, сеть, вернее, НИИ, да, военно-промышленных, которая занималась гидроакустикой. В общем, наблюдениями. Он конкретно занимался подводными лодками и наблюдениями за ними из космоса. Да? И для него страна, она представляла из себя, понимаете, это же была высокоразвитая отрасль. Но от того, что он находился в НИИ, например, во Львове или в Горьком, или проводил испытания в Севастополе или в Феодосии, куда они ездили, да, это не было украинское, да, это была часть большой системы. И просто на Украине, так как такие большие системы, они быстро не разваливаются, то на Украине была долгое время иллюзия. Иллюзия того, что то, что сохранялось по остаточному принципу, то есть еще не было развалено,
что это достояние, так сказать, вот этого государства. Нет, это достояние предыдущих поколений. То есть мы просто, как эти самые, артефакты находили, раскапывали их и держались единицы производства. Например, там турбоатом. За счет чего Харьковский турбоатом держался? За счет того, что на личных связях поддерживали отношения с материнскими структурами, которые стали Росатомом. А вообще-то это была всесоюзная атомная промышленность. Вот и все. Поэтому, как только Украина взяла курс на разрыв союзных отношений и демонтаж государственности союзного типа, это все начало деградировать. Вот и все. Мгм. Вопрос из чата трансляции. Перемещаемся в чат трансляции. Войну выигрывает учитель. Когда появятся учителя, которые научат миру? В смысле, когда? Они у нас всегда и были. Если мы посмотрим классическую модель образования, которая была внедрена в том же Советском Союзе, у нас наконец-то многие вещи, которые пришли в нулевые, они как бы назад откатываются. Там абсолютно гуманистическая программа. Вот вы, Александр, не знаю, успели, не успели поучиться. Наверное, еще остатки советские были, да? Там не было никакой ненависти, ни к чему. Там скорее даже высмеивалось. Даже, я бы сказал, во многом часто беззубая была. Например, там тот же украинский национализм показывали в таких... Помните, мы мультик «Слезы Каина» вспоминали, пророческие, да? То есть Киев научфильм. Он даже в чем-то юмористический. А на самом деле это вообще ни разу не смешно. То есть, может быть, у нас не проведена была внутренняя денацификация, да, когда показали бы все эти жертвы, которые проходили. У нас гуманистическая основа нашей культуры, и никаких проблем я не вижу, и в том числе и в национальной культуре. Если опираться на подлинные авторитеты, которые я в том числе стараюсь цитировать, и Ивана Франко, и Нечуя Вытьку, да кого угодно, то мы увидим там, в общем-то, и дружбу народов, и глубокое переживание за долю простої людини, потому что я напоминаю, что в основе украинской культуры национальной, там, где идет рефлексия народа, а народ в первую очередь был крестьянский, он о чем? О том, как паны, то есть высшая прослойка своих же, издевается над своими же. А что, у нас сейчас не эта ситуация разве? Мгм. По-моему, перед нами разворачивается классический украинский сюжет. Вопрос из чата. Саша, спросите, пожалуйста, Уралова, ему не стыдно ходить с аббревиатурой женского медицинского психологического диагноза на майке? Или, может, объяснит это? Это же у нас, так сказать, мерч нашей рубрики, проекта «Чистота понимания» с Алексеем Чадаевым, с Иваном Князевым, многими другими. Дело в том, что я немножко горжусь этой аббревиатурой, когда в 2014 году, помните, появился этот оскорбительный и подрывной стих о том, что никогда мы не будем братьями, там, не по матери, то есть он был прям популярным. Я придумал продолжение. Никогда мы не будем братьями, потому что мы сестры. И отсюда родилось название этой рубрики, потому что мы сестры, или понять младшую сестру, сокращенно ПМС. Потому что я считаю, что наши народы не братские, а сестринские. Если бы они были братскими, то у нас бы отношения были бы как между мужчинами, более рациональными, более скупыми. А у нас отношения очень сестринские. То есть очень Как то, много подождите, если сестры, женского... кто младшая, кто старшая? А так вокруг этого истерики же все и крутятся, что украинские националисты считают, что они старшая сестра, наши считают, что мы старшая сестра. А я считаю, что мы все одновременно, то есть в этом и есть смысл нашей культуры, выяснять, кто какие мы сестры. Кстати, нам и предки тоже оставили по этому поводу напоминание. Знаменитый пункт пропуска, который находится одновременно на 3 границах. Он был его открывали торжественно, да, это где ты можешь между Украиной, Россией и Белоруссией. Ты можешь туда заехать и потом в любую из других, так сказать, республик, сестер
попасть. Мгм. Поэтому вот нам такие нужны пункты пропуска. Поэтому ПМС – это самая ирония. И самое главное, что вот напоминаю, никогда мы не будем братьями, потому что мы сестры. Так, просят прокомментировать сегодняшнюю встречу с президентом Сирии у Путина. Выглядит очень и очень нехорошо, пишет пользователь. Ну, как нехорошо. Каждый сохраняет те активы, которые у него есть в регионе. Россия активно вложилась в Сирию. Ну, еще и с советских времен. Ну, в советских времен было утрачено. Поэтому сейчас идет борьба за сохранение активов и своего влияния. Это многосторонняя игра, которая в историю вошла под брендом «Большая игра» на Ближнем Востоке. Вот она, в общем-то, идет. Там еще с курдами интересная партия. Поэтому я думаю, что наши будут делать свои ставки. Мгм. Значит, вот такой вопрос. Запад вообще будет восстанавливать Украину, как вам кажется? Сейчас вы Нет. заметили, Да. кстати, вот эту смену слова, глагола, смену глагола, Семен? Покрутили недельку вот это процветание, а потом говорят, не, відбудова, ну, типа восстановление, ну, отстроить, от слова, ну, не перестройка, а отстройка, если так можно выразиться. То есть была перебудова, потом была розбудова. Не-не, Да? я имею в виду, что, да, как бы, Не, я напоминаю, что сначала была перебудова советской Украины, да. потом была розбудова української державності. Ну, об этом же было. Мы розбудовуємо її, да? Розстраюємо. А теперь оказывается, что ее надо відбудовувати. Ну, это ж как вы дорастраивались, что ее приходится восстанавливать. Нет, я считаю, что никакого восстановления не будет, потому что для Запада и пост-Украина, и Российская Федерация, и Белоруссия, и Молдавия – это все большая историческая Россия. И их стратегия по нанесению стратегического поражения России – это в том числе и хаос на пост-Украине. Поэтому стратегия будет следующая. Будет первая линия, ну, так сказать, тренд. Это глобальный бизнес на выделяемых на Западе деньгах, из которых половина остается сразу там, где выделили. Да? Второй тип деятельности, который будет проходить, это пиар. Ну, как это будет выглядеть, мы видели по восстановлению Бучи, еще чего-то. Ну, то есть, наведение какого-то марафета и очень много пафоса. Ну, это ж как, Европейский Союз там мостик один отремонтирует, зато там билборды повесят о том, что это все при поддержке ЕС. Потому что пафос надо будет продавать. Но И смотрите, третье, подождите, я хочу тут встрять. Но в Польше же реально строили. И билборды такие огромные вешали. И нет, так реально поляки сами построили. строили, погодите. Нет, нет, нет. В Украине тоже был период, когда строили. Одессу Броды достроили. Ну чего? Евро 2012 провели, ну, там, отстроили же, Не-не, я имею в виду отстроили. на европейские деньги, понимаете? Тут же какая вот Так надо, история. чтобы свои строили. А кто теперь остался на Украине? Строителей нет, все свалили уже. Это будут сразу подряды западные. Ну То есть или деньги турки. сразу будут оставаться там. Турки Или будут турки, строить, да. да. Значит, прокомментируйте, пожалуйста, нападение Зеленского на Лукашенко, спрашивает пользователь. Ну, сейчас такой период очень такой действительно интересный. Зеленский заигрывает с оппозицией вот этой белорусской, с Тихановской встретился. Даже ожидают, что будет спецпред. Представляете? Ну, Зеленского у Тихановской, ну, по оппозиция белорусской. Ну, скажем так, это же война словесная, а на фоне всех остальных войн, которые ведет Зеленский, прямых, да, это ничтожный вообще элемент в общей мозаике. Поэтому, с моей точки зрения, это попытка отвлечь внимание, перевести, так сказать, внимание аудитории на новый предмет.
Ну и, соответственно, плюс на Западе, для чего это было нужно кураторами, это они немножко подорвали авторитет Александра Григорьевича. То есть я думаю, что Зеленский наиграл. Но я напоминаю, что есть большая украинская трагедия и малая украинская трагедия. В большой украинской трагедии еще подрывается авторитет. Ну, вспомните, как он наезжал на венгров, на Фицу, да? Ну, это же была вечная история. Ну, вот Лукашенко поспешил вступить в Совет мира Трампа, вот, и получил обраточку в лице того, что Зеленский будет больше активно поддерживать ну, как бы оппозицию. Вот. Поэтому подрыв авторитета – это всех по периметру, он этим занимается. Я напоминаю, я говорю, и Орбан, и Фицу, ну, про наших я вообще молчу. Так что ничего удивительного нету. Мгм. Вопрос, что гость думает о северо-западе и ситуации с севером НАТО? Хороший вопрос. Вчера там 14 стран подписали, что теневые танкеры российские будут считать безгосударственными, поэтому, в общем-то, не обижайтесь, будем тормозить, разворачивать, брать под арест. Плюс вот эта накачка, ну, вокруг Сувалдского коридора, там, а давайте отрежем Калининград. Что думаете по поводу вот этого северо-западного, если брать со стороны России, автономного, автономного, военного округа? Нет, ну смотрите, блокировать Россию в Балтике – это давняя традиция Запада. Ну, прям очень давняя. Для этого в состав РСФСР именно была введена Калининградская область и взята под контроль та самая Восточная Пруссия. Ну, просто посмотрите на карту и посмотрите стратегическое положение именно Калининградской области. Но то, что они будут пытаться это сделать, я в этом даже не сомневаюсь. И самое главное, что они будут действовать еще и под пиратским, он же украинский флаг. Потому что на море можно творить любые провокации, теракты. Ну, вот мы же видели, как с этими северными потоками. Ну, типа украинцы подорвали. Поэтому, я думаю, нас еще много ждет, ну, скажем так, на Балтике различных событий, вот, неординарных. Но именно поэтому Россия в свое время рвалась в Мурманск. Вот, и для чего России нужна Арктика? Потому что Арктика – это самый свободный выход в мировой океан, где нам никто не мешает. И самое главное, что именно в Арктике мы создаем угрозу тем самым США. Именно поэтому им так нужна Гренландия. Потому что в Арктике они не прикрыты. Да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний эфир, за то, что побывали на нем. На телеграм-канале Семена Уралова тоже есть трансляция, кстати, имейте в виду, да. И, конечно же, в Ютубе, вот здесь. Всем большое спасибо, что лайки поставили и, конечно, за ваше участие в нашей беседе. Семен, благодарю за время и мысли. Спасибо. Сегодня очень продуктивно. Почти 2 часа. Да пребудет со всеми чистота понимания. Берегите себя, добра и света, друзья. Увидимся.